Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в историю одного из самых мистических и впечатляющих персонажей в мире Genshin Impact. Рема Севаста, бога-короля Римурии. Его история начинается в Сумеру, где он был известен как певец Оазиса. Но все изменилось, когда король Дешред завоевал его земли. Отказавшись служить новому правителю, Рем отправился в далекое путешествие через высокое море и случайно нашел развалины забытого города, старше самого моря. Там он встретил последних его жителей, Сибилу и Золотых Пчел, которые предсказали ему судьбу основателя нового государства на водах, но государства, обреченного из-за его стремления к справедливости. Согласившись со своей судьбой, Рем основал империю Римурия, превратив древо Арминцу в золотой корабль, ставший символом новой эры. Под его руководством Римурия вошла в Золотой век и стала известна как Великая Симфония Фонтейна. Рем посвятил себя развитию сельского хозяйства, строительству гигантских городов и храмов, и, конечно, красоте музыки и искусства, чтобы вдохновить свой народ на создание гармоничной и просвещенной цивилизации. Однако, осознавая предсказания о разрушении Римурии, Рем не остановился. Он отправился на поиски Эгерии, спрятанной в глубинах Первозданного моря, чтобы найти способ изменить судьбу. После 30-дневной битвы с Цилой, стражем Эгерии, Рем к его разочарованию узнал, что судьбу Фонтейна нельзя изменить из-за его первоначального греха – создание новой расы людей. В последние попытки спасти Римурию, Рем начал разработку Фобос, своей великой симфонии, смешав свои силы с мудростью Сибилы. Он создал Золотой Ихор, дарующий его народу вечную жизнь и превративших их в вознесенных, которые начали видеть себя выше всех других и вступили в войну с другими цивилизациями. Рем пытался отменить Великую Симфонию, осознав, что она породила эгоизм среди вознесенных. Его последняя попытка направить народ на путь мира провалился, и он активировал Реквием, последний приказ на самоуничтожение Великой Симфонии, который, однако, вышел из-под контроля, и Римурия была уничтожена разрушительной волной, ушедшей под воду. После ее падения история Римурии обросла мифами и легендами. Сам термин «фортуна», изначально означавший судьбу, трансформировался в имя корабля Рема, символизирующего последние надежды павшего королевства. Баэций, один из выживших римурийцев, пытался возродить славу своего народа, создав золотую труппу. Но его усилия вызвали противодействие Кассидора, прозванного охотником Сумрачного двора, который в конечном счете уничтожил душу Баэция и запечатал ее осколки в Золотом замке. Мирный период продолжался недолго, и в ходе мировых квестов Оды Гармонии попытка Фобоса возобновить Великую Симфонию приводит к пробуждению Кассидора. Это втягивает Пайман и путешественника в водоворот событий Петрикор. В ходе приключений путешественник сталкивается с мощью Ремуса, переживая во сне его последние дни. Эти воспоминания напоминают о неразрешенных делах и висящих в воздухе обещаниях. Пик событий достигает, когда Сцилла, освобожденный в ходе квеста, присоединяется к команде путешественника. Хотя он потерял свое оригинальное тело, его новое тело, сделанное из Ихора, все еще содержало мощь Реквиема Рема. Вместе они исполняют последнее желание Рема, разрушают Фобос раз и навсегда. Свобода, наконец, приходит не только для римурийцев, пойманных в Золотой Симфонии, но и для их душ, включая Кассидора. Эти души переходят в иной мир, чтобы возродиться как смертные в будущем, давая новую жизнь миру, который Рем так старался сохранить. Значение некоторых слов. Доминус. Термин «доминус» в контексте Genshin Impact и многих исторических источников означает «господин» или «владыка». В римской культуре это слово использовалось для обозначения владельца или хозяина, а в более поздние времена для обращения к императору. В игре термин «доминус» может быть использован для обозначения персонажей с высоким статусом или властными полномочиями, например, для указания на владычество некоторых богов или правителей над определенными территориями или народами. Севаст. Это термин, который происходит от греческого слова «севастос», что переводится как «возвышенный».
В Византийской империи это было титульное звание, эквивалентное римскому Август, величественный священный, которое использовалось для обозначения членов императорской семьи или высокопоставленных лиц. Genshin Impact термин Себастас может использоваться для обозначения божественного или высокоуважаемого статуса персонажа, в данном случае Ремуса, подчеркивая его уникальное положение и власть.